смеркалось. На столе, блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Над ним клубился легкий пар, разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темную струею уже душистый чай бежал. Сегодня в программе «Бизнес. Иностранцы в России» речь пойдет о чае. Перефразируя знаменитую цитату из фильма «Бриллиантовая рука», чай – напиток контрастов. Такой русский и одновременно такой экзотичный. Он прочно занял свое место на нашем столе еще в 17 веке и тут же оброс традициями – самоваром, баранками и прихлебыванием из блюдечек. Казалось бы, за столь долгую историю русского чаепития об этом напитке уже сказано все. Но предприимчивый француз так определенно не думает, ведь 2 года назад он стал генеральным директором целого чайного дворца Palais d'été в самом центре Москвы. О долгом пути из Парижа в Москву сегодня расскажет сам месье Фуше-Крито. Бонжур. Приятно познакомиться. Enchanté. Хорошо. Добро пожаловать в парижский дом чая Palais d'été. Заходишь, такое разнообразие. Что здесь самое интересное? Первое – это зона self-service. Здесь не нужны это можно продавцы. смотреть и нюхать все. Наш бестселлер. Можно что-нибудь понюхать? Да, это как аромат. Это как духи, да? Это пробнички. Да. Париж – столица не только парфюма, но и чая, да? Да. Вовсе не удивительно, что чайный дворец организован по принципу парфюмерного магазина, ведь Жан-Люк Фуше-Крито, генеральный директор этого самого дворца, начинал свою работу в России в компаниях Ив Роше и L'Oréal. Бокс, понюшки, да? Да, Окей. коробочка. И это потом, после, это можно рефил, этот. Это цена, это меньше. То есть в баночке чай дороже, да? Да, первый раз этот, а после это можно купить только этот. И пересыпать туда. Дома. То есть вы заботитесь о кошельке, да, вашего покупателя, чтобы подешевле. А сколько стоит в коробочке и сколько стоит в упаковке? Да, это чай империал, это 1035, и это только 800. Только 800 рублей за 100 граммов чая. Вот вам и забота о кошельках. А ведь в зоне самообслуживания, в Palais d'été ее называют альфакторной, а значит здесь можно понюхать чаи, представлены самые ходовые, то есть дешевые виды чая. Это маленькие баги. Пакетики. Пакетики. Это натурально пакетики. Муслин. Это муслин. И it's handmade. Okay. Каждый пакетик сделан вручную? Да. And we don't use nylon because we don't want to have plastic. It's not good to use that kind of material for the planet and for the health. So cotton bags are natural. Все, на этой фразе Жан-Люк сломался. Точнее, кончился запас его русского языка. Наш великий и могучий, французу, живущему в Москве уже 16 лет, так и не поддался. В отличие от русского бизнеса и языка английского, на котором мы и будем говорить дальше. Из каких стран у вас есть чай? Покажите нам какой-нибудь сорт, например, из Китая. Из Китая? Ведь китайский чай самый популярный в России. Да, это правда. Но и в других странах мира тоже есть хороший чай. Вот здесь, например, находятся плантационные чаи. Вот луньцзинь из Китая. Вот этот? Да. Можно? Это не молотый чай, это цельные листья. Листочки целые. А вот тут Дарджилинг из Индии. Вот базовый чай для завтрака или бранча из Шри-Ланки. А вот японские сенча и генмайча. Генмайча особенно интересный, потому что это смесь чая с особым видом риса. Риса? Да, именно. Рисовый чай? Интересно, пользуется ли он популярностью в России? Сколько у вас покупателей ежедневно? В наш бутик приходит примерно 50-60 клиентов в день.
В среднем они тратят около 2000 рублей. Наши чаи куда дороже, чем в среднем по рынку, потому что мы проводим все необходимые предписанные законом тесты. Каждая поставка чая в наш магазин проходит тесты для проверки товара на соответствие нормам содержания пестицидов. Безопасность чая во дворце контролируется регламентом Евросоюза. Французские чайные контролеры проверяют весь импорт. Берут образцы на таможне при ввозе, либо уже в процессе дистрибуции. А вот в России за чаем нет такого строгого надзора. Вот и приходится чаедворцам делать всю работу самим. В этой зоне мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя свободно и легко. Они сами могут искать разнообразные чаи. Конечно, позже мы сопровождаем их в экспертную зону, чтобы помочь им открыть для себя лучшие сорта. Поможете мне открыть для себя лучшие сорта? Давайте. А вот тот самый пакетик, который я хотел вам показать раньше. Из хлопка? Это хлопковый пакетик, он из натурального материала, на нем нет полосок, нет клея. Конечно, он сделан не из пластика, а из натурального хлопка. Это муслин, который просто прошит по краям. Ну, мы, конечно, не привыкли к таким похожим на марлю пакетикам, но чайный пакетик, безусловно, самый популярный вид заварки сегодня в мире. Каждый день продается миллиард, а то и больше чайных пакетиков. А появился, как и многое в этом мире, он совершенно случайно. По легенде, один из поставщиков чая из Соединенных Штатов Америки в какой-то момент решил, что доставлять чай в банках из железа это слишком дорого, и перешел на бумажную упаковку. А один из его клиентов случайно уронил эту самую упаковку в кипяток, и напиток получился отменным. Однако сегодня многие из тех, кто называют себя настоящими любителями чая, считают, что подобная упаковка портит вкус благородного напитка. Жан-Люк, а сами-то вы пьете чай из пакетиков? Да, конечно. Иногда это довольно практичный способ. Когда я один или когда я путешествую, тогда я беру всегда пакетики с собой. Для ароматизированных чаев, для базовых чаев это очень удобно. Но, конечно, когда я пью чаи Гранд Крю, плантационные чаи, лучшие сорта Palais de Thé, тогда я, само собой, завариваю их в чайнике. Гранд Крю звучит красиво. Дворец чая сам по себе не очень большой, скорее теремок, и эти гигантские банки с лучшим, а значит дорогущим чаем, бросаются в глаза прямо со входа. Так что же такое этот Гранд Крю? Вот 3 ключевых слова на русском. Они и характеризуют то, что мы называем Гранд Крю. Действительно, некоторые из них довольно дорогие. Вот, например, этот Дарджилинг раннего сбора этой весны. Он стоит 3380 рублей за 100 грамм. За 100 грамм? 3380. У нас есть и более дорогие сорта. Простите, но мы же уже видели один Дарджилинг. Он стоит 700-800 рублей. О, он и рядом не стоял с этим. Дарджилинг, который мы видели до этого, это чай для ежедневного употребления, я бы сказал. Ну или для начинающих. А вот для истинных любителей Дарджилинга, которые предпочитают первый сбор, весенний сбор, мы в Palais de Thé отбираем лучшие виды. Каждый год мы отбираем 12 лучших первых сборов, которые считаются Гранд Крю, и которые стоят действительно дорого. То есть это ограниченная серия? Да, вот этого чая в наш бутик мы получаем только 2 килограмма. То есть только ограниченное число покупателей смогут им насладиться. Всего 20 человек смогут купить по 100 грамм этого чая, и он закончится. 20 любителей истинного Дарджилинга на всю Москву. Интересно, это много или мало? А вот сорт Жукро. Удивительный чай. Французское слово? Нет, он из Кореи. Кореи? Да, из Кореи, но это черный чай, удивительный. Кстати, очень популярный, при том, что стоит он 5850 рублей. У него немножко шоколадный аромат. Да-да, и правда шоколадный. Все эти виды плантационного чая приходят к нам с определенных плантаций. Мы знаем их владельцев, каждого производителя. Мы всегда точно знаем, откуда приходит к нам тот или иной чай.
Собственно, о чаях и плантациях в дальних странах Жан-Люк, профессиональный любитель, как он сам себя называет, чая, может вещать часами. Но не пора ли поговорить о бизнесе и о России? Помните свой первый день в России? Да, я прекрасно помню этот день. Это было 23 октября 2003 года. Тогда я был генеральным менеджером L'Oréal в Турции, а жил в Стамбуле. А полетел я в Москву и приземлился в Шереметьево, потому что получил предложение стать генеральным менеджером L'Oréal России. Конечно, я не мог отказаться. Страна большая, большие ожидания, прекрасные перспективы. Я сказал «да» этой должности, совершенно ничего не зная о России. Но у вас же были стереотипы. Я уверен, что у вас были стереотипы по поводу России. Что у нас медведи ходят по улицам, все водку пьют целыми днями. Ну да, но это не стереотипы, это правда. Но у меня и правда были стереотипы, как и у всех в Западной Европе. Не обязательно негативные. Коммунистический период прошел не так давно, но страна уже к тому моменту успокоилась, и была видна положительная динамика развития. У меня были не столько стереотипы, сколько в моей голове засел рассказ моего отца, который побывал в России в 1928 году. Ему было тогда 17 лет. Он прибыл в Россию через интурист. Ему было 17, и он мечтал изучить Россию через несколько лет после революции. Тогда туристов в России было немного. В общем, он не мог вернуться обратно из-за ошибки. Ему дали миграционную визу вместо туристической. Видимо, эта ужасная ошибка произошла в российском посольстве в Париже. И он не мог вернуться обратно, и ему пришлось договариваться, искать какие-то решения, чтобы вернуться в Париж. Приключения в стиле Джеймса Бонда. Но мое первое впечатление в 2003 году, когда я приземлился в Шереметьево, прилетев из Стамбула, где я мог бы еще плавать в бассейне, где небо все еще было голубым, а я ждал на таможне. В общем, мое первое впечатление было ужасающим. Но потом я начал привыкать к этой стране, она начала мне нравиться, и разница между настоящим и тем, что было в 2003-м, просто грандиозна. Я думаю, что 6 месяцев ведения бизнеса в России соотносятся с годом или даже 1,5 годами бизнеса во Франции. В чем разница в ведении бизнеса здесь и в Европе? В первую очередь, различия в поведении покупателей. Для русских культура чая имеет большую историю, чем для французов. Да, начиная еще с 17 века. Чай — это серьезная часть русской культуры. Но, тем не менее, она ограничена исключительно китайским опытом, китайским подходом к чайной культуре. А мы привносим на российский рынок большее разнообразие. Мы открываем для наших покупателей чаи из Непала, Камбоджи, Таиланда, Кореи, Японии. Русские потребители не слишком хорошо знакомы с японскими чаями. А еще у нас есть чаи из Южной Америки, Африки. Африке? Да, в Африке выращивают очень хорошие чаи. Вы здесь продаете чаи со всего мира, ну, почти со всего. А как насчет российских чаев? Например, краснодарских? Пока нет, но мечтаю об этом. Вы уже пробовали российские чаи? Да, конечно, но пока мы еще не нашли того, что мы называем Гран-Крю. Но я уверен, что мы найдем подходящий чай, и я буду очень горд этим и обязательно займусь дистрибуцией по всем нашим бутикам в Норвегии, Израиле, Франции, США. Но что в нашем магазине есть русского, так это травяные чаи. Ведь мы не можем импортировать французские травяные чаи, так как это запрещено. Поэтому у нас продаются алтайские травяные чаи. Какая самая большая трудность в ведении бизнеса в России сегодня? Проблема с импортом. Он очень строго регламентирован.
К примеру, у нас есть 3 линейки продуктов, которые мы не можем ввозить и не можем предложить нашим клиентам в России. Это, конечно, прискорбно. Также у вас высокие пошлины на импорт. Товар долго задерживается на таможне. Все это довольно сложно. Но, честно говоря, если ты соблюдаешь все правила, все просто. Нужно всего лишь соблюдать правила. Какой сорт чая ваш любимый? Мой? О, это очень сложный вопрос. Это очень зависит от времени суток, от людей, которые тебя в данный момент окружают, от настроения. Честно говоря, очень трудно ответить. Каждый день я начинаю с чая матча. Это порошок, теневой чай, как мы его называем. Его закрывают от солнца за пару недель до сбора, и он приобретает густой зеленый оттенок. Листья буквально наполняются энергией. Как известно, в Британии чай пьют в 5 вечера, а у французов есть свое чайное время? О нет, совершенно. На самом деле британская модель вовсе не обязательна к исполнению. И мы не хотим ее придерживаться, честно говоря. Ведь британцы пьют чай с молоком, сахаром, лимоном. А мы считаем, что это не лучший способ насладиться истинным вкусом чая. Да, во Франции чайная культура появилась недавно. Хотя во Франции есть несколько чайных домов, но это не старая традиция. Однако все меняется, и французский рынок меняется. Франция становится не только кофейной, но и чайной страной. Наш подход к чаю подобен подходу к вину. Именно поэтому мы говорим о чайных сомелье, как привыкли говорить о винных сомелье. И в нашей школе чая, которая открыта здесь, в Москве, мы описываем чай, говорим о нем так же, как в школе сомелье говорят о вине. Жан-Люк любезно согласился продемонстрировать нам, что же такое настоящий урок чайного сомелье. Ну что, Никита, вы готовы к вашему первому чайному уроку? Я готов. А звонок на урок будет? Звонок? Да, звонок. Нет, мы начнем, когда вам будет удобно. Окей, я готов. Окей, очень хорошо. Я покажу вам, как научиться правильно наслаждаться вкусом чая, используя некоторые инструменты и делая это правильным способом. Итак, начнем. Мы будем использовать вот эти инструменты, которые нужны для того, чтобы правильно пробовать чай. То есть это инструмент, а не просто чашка? Нет, вот эти 2 чашки. Первая выглядит немного странно из-за зубчиков, которые используются в качестве фильтра. К ней же идет крышечка. А вторая, вот эта мисочка правильной глубины, правильного цвета, чтобы в ней четко был виден оттенок чая. А также она обладает правильными пропорциями, чтобы мы могли использовать правильное количество воды для пропорции в 2 грамма чая, и он заварился идеально. Итак, мы будем использовать все это. А дегустировать мы будем Анси с Унджен. Это название? Да, это название сорта. Анси Сунджен. Сложное название. В переводе «сосновые иглы Анси». Вы видите здесь? Это сухой чай. Можно понюхать? Да, конечно. И вы можете увидеть, что листья этого чая длинные, свернутые. Это черный чай, но при этом в нем есть и желтые, и коричневые листочки. Он не полностью черный. Действительно похоже на иголки сосновые. Итак, я кладу по 2 грамма чая в каждую чашечку. И мы готовы залить воду. Качество воды тоже очень важно. Нельзя, чтобы она была слишком сильно минерализована. А температура? Это тоже очень важно. Я использую чайник, который четко указывает температуру.
Этот чай необходимо заваривать при температуре 95 градусов. Ровно 4 минуты. Я поставил таймер, но вы можете использовать мобильный телефон при желании. Главное, обратите особое внимание на время заварки. Итак, немного подождем. Итак, смотрите, что я сейчас делаю. Я выливаю жидкость в мисочку, чашечка должна лежать вот так. А мне можно? Я хочу это сделать для вас. Рискните. Отлично. Мои поздравления. Браво! Congratulations in equilibrium. Итак, жидкость вылили. Вы делаете тоже. Убедитесь, что вся жидкость ушла сквозь зубчики. Теперь ваш чай готов. Но сначала я хочу, чтобы вы понюхали чай. Открывайте крышку и нюхайте. Ну и что чувствуете? Во-первых, посмотрите, листочки стали гораздо больше, они больше не похожи на сосновые иголки. Чем же он пахнет? Что чувствуете? Мед. Окей. Правильно, медовый аромат присутствует. Фрукты, лимон или апельсин, что-то цитрусовое. Окей, у вас прекрасный нюх. И что-то древесное. О да, это чай с насыщенным древесным ароматом. Не только его цвет. Это комбинация разных ароматов. Да, это очень изысканный чай, очень интересный чай. А теперь я бы хотел, чтобы вы сделали нечто очень невежливое. Этого делать не стоит, если бы вы пили чай с королевой Елизаветой в Букингемском дворце. Но во дворце чая можно. Да, во дворце чая вы можете сделать это. Итак, если вы просто вдыхаете аромат носом, то в носу у вас скапливается слишком много воздуха, который выступает как некий барьер для защиты человека. Но также он препятствует полному проникновению молекул запаха. Поэтому нужно сделать вот так. Чувствуете разницу? Надо сравнить. Да, я чувствую. Действительно чувствуется небольшая разница, когда ты всасываешь, я даже не знаю, как еще назвать этот процесс, чай, он отдает какой-то больший аромат, что ли, не знаю. В этом что-то есть. Такая несколько русская традиция, как из блюдечка у нас обычно пьют, прихлебывая. То есть вы уже были экспертами по чаю изначально? Ведь то, как вы пьете чай по традиции, имеет еще и практическую цель – смешать чай с максимумом воздуха и насладиться чаем по-настоящему. А сколько мне нужно уроков, чтобы стать настоящим экспертом? Настоящим экспертом? Нет предела совершенству. Но это не обязательно. Но чтобы открыть чайный бутик, чтобы иметь возможность давать советы клиентам, достаточно пройти 3 первых модуля. В каждом по 6 уроков. Каждый урок 1,5-2 часа. Это довольно важно. Ну и, конечно, самостоятельная работа не менее важна. Необходимо также почитать книги. Чайные книги? Да, их довольно много. Одна из них так и называется «Чайный сомелье». И мы перевели ее на русский язык. Ну что ж, резюмируя, можно сказать одно. Для того, чтобы стать настоящим экспертом в чае, пейте его, нюхайте, прихлебывайте и читайте. Казалось бы, пора нам и честь знать, но тут я вспомнил о чае матча, о котором говорил в интервью Жан-Люк. Как оказалось, популярный чайный тренд не прошел французский дворец стороной. Откройте Инстаграм после очередной недели моды, и вы увидите множество фотографий
всяческих моделей, актрис в руках с зеленым пенистым напитком. Это тренд последних нескольких лет. Идеальная замена кофе и по совместительству один из самых полезных видов чая – матча. А как готовить этот модный напиток, сегодня расскажет один из сотрудников Пала ДТ Иван. Сегодня мы будем готовить традиционный матча. Это порошковый японский чай яркого цвета. Для того, чтобы приготовить матча, нам нужно будет прогреть чашу. Это традиционная чаша тиван. Ничего себе, глубокая. Я думал, что чай японцы пьют из маленьких таких пиалушек. Это скорее китайская церемония, когда пьют из маленьких чашек. Японцы пьют именно матчу, то есть эта чаша касается только матчи. Пьют из таких вот больших тиванов. Мы кладем около 2 грамм зеленого порошка, то есть чая матчи. Такая ложечка интересная, тоже японская, да? Да, это традиционная тоже ложечка. Заливаем водой, это важно, 70 градусов температура должна быть, 70-75. Но мы сегодня узнали, что температура воды в чае это вообще очень важная, да. Заливаем небольшое количество воды, это где-то 50-70 миллилитров, и взбиваем традиционным тоже прибором, венчиком, бамбуковым венчиком, который сделан из бамбука. И V-образными движениями мы интенсивно начинаем взбивать этот напиток. Да, и появляется равномерная пена. Можно, да? Да, и вы можете пить. Все, там 3-4 глотка. К чему мне готовиться? Он острый, крепкий? Он очень сильно тонизирует, поэтому сегодня, возможно, вы не уснете. Да? Либо если вам нужно сделать много дел, вы их сделаете. Ну что ж, наверное, сегодня поработаю до ночи. Такой... Обычно это вкус немножечко скошенной травы. Горьковатый, с какими-то такими свежими оттенками. Морскими. Там вот эти морские ноты, они называются умами. То есть это популярный вкус именно в японских чаях. Ну, я думал, что это будет что-то прям сногсшибательное. Но пока мне не вштырило. Через сколько появится эффект? Эффект от чая, смотрите, он более плавный, чем от кофе, к примеру, если мы сравниваем с кофе. Это как волна. То есть вы выпиваете, и это придет со временем. Ну что ж, спасибо большое, а я пойду медленно чувствовать на себе эффект чая матча и работать, надеюсь, всю ночь.